Друзья, вот уже ровно месяц прошел с начала эпидемии. Это время было сложное, это время было непростое, это время было полное ожиданий. Вот уже известно, что 8 июня, это практически через 1,5-2 месяца, уже снимут все блокирующие меры, откроют замки, откроют музеи и многое другое. То есть с 8 июня мы уже смело сможем путешествовать по самой Чехии. И сегодня поговорим как раз о первом месяце карантина, о первом месяце эпидемии, как мы его прожили, что происходило. И, конечно же, буду вам показывать красивую Прагу. Ну и позади меня вы как раз можете увидеть цветущие деревья, потому что сейчас весна, и, соответственно, уже на улицах больше людей, чем до этого, и уже в воздухе витают приятные весенние ароматы. Что касается жертв и инфицированных на данный момент в Чехии, то цифры сейчас такие. То есть на данный момент, на 17 апреля, 6437 человек инфицированы, около 1000 человек выздоровели и не около, а 170 умерли. Соответственно, сейчас такие цифры, и на данный момент показания этих цифр падает, поэтому можно смело говорить, что нас рано или поздно будут освобождать от карантина. Пока что финально 8 июня уже откроют практически все. Магазины, разрешат акции больше 50 человек и многие другие мероприятия будут уже свободны и доступны. Перед вами как раз красивые цветущие петшинские сады. Что интересно, что на данный момент уже стали известны данные, которые выложил Чек Туризм. И что интересно, что Прага от эпидемии коронавируса потеряла 64 миллиарда крон и, соответственно, 36 тысяч человек остались без работы. Соответственно, огромное количество людей потеряли вмиг все, на что жили и где работали и обеспечивали себе хорошую жизнь. Одним из таких людей это также стал и я. Иногда есть выражение, что я проснулся и стал миллиардером или миллионером. А здесь же я проснулся и понял, что я оказался вы поняли где. Ну и, соответственно, действительно вмиг лишился работы, своей любимой работы. Ну и сейчас, благодаря вам, прогуливаюсь по городу, рассказываем что-то, не теряя хватку. И любуюсь такими красивыми видами. Позади меня вы видите огромное количество цветущих деревьев. Весна в Праге, конечно же, прекрасна. Сейчас у нас плюс 20. Красота вокруг. И сейчас я двигаюсь в сторону Карлова моста. Хочу посмотреть, или открыты там небольшие парки. Если они будут открыты, покажу вам, как все это выглядит внутри. Эти как раз красивые места. Также городские власти пошли на то, что до 30 апреля 2020 года все синие полосы, так званые резиденчные зоны, свободны для парковки автомобилей. То есть сейчас уже не важно, с какой Праги вы приехали, к своим друзьям, родным или просто погулять, вы всегда можете поставить свою машину на синей полосе. Но это только до 30 апреля. Что интересно, что городские власти в Праге планируют заменить туристов, которые приезжают к нам с зарубежья, на местных жителей. И по данным, опять же, чешского статистического министерства, только 16% местного населения посещает Прагу. И местного населения имеется в виду жителей Чехии. В то время, допустим, как в Австрии показатель это 46%. То есть 46% австрийцев посещают Вену. Мы с вами движемся к центру района Малострана. Это Малостранская площадь. И впереди вы видите доминанту Малой Страны и Малостранской площади. Это собор Святого Николая. Думаю, он вам уже впереди заметен. Красота, людей по-прежнему нет, машин не так много. Но, тем не менее, из-за погоды многие местные жители повысыпали из дома. Здесь когда-то было мое любимое место, где я любил попить пиво Вельвет. Называется у Малого Глена. Очень классное заведение и очень крутое пиво. Недалеко от этого заведения у Малого Глена, где я люблю попить Вельвет, находится красивый парк. Называется Вырбовская заграда. Сейчас пройдем и покажу вам, что это за красивое такое место.
Так вот, сейчас я нахожусь уже внутри Вербовской заграды, стоимость входа 100 крон, вам дают еще как раз брошюрку с информацией на русском языке. И это очень красивое место. Что мы сейчас увидим, я вам покажу. Уверен, вам понравится данный парк, данный такой уголочек, оазис в Праге. Вы заходите, вы видите как раз вот такой вот красивый зал, и тут даже прекрасные потолки, обратите внимание на всю эту красоту. Это просто нечто. Ну и, конечно же, сам парк – это произведение ландшафтного искусства, то есть здесь несколько террас, и с каждой из них будет вид все красивее и красивее. Сейчас поднимаемся чуть выше, покажу вам как раз с верхних террас, как выглядит этот парк. Вот так вот выглядит нижняя терраса, и вот с правой стороны арка, это как раз именно оттуда я вышел, и именно там я вам снимал. И вот тут вот так вот все красиво оформлено. Каждый уголок этого парка — это просто нечто. Здесь хочется посидеть, отдохнуть и насладиться атмосферой. Несмотря на то, что сейчас в стране вирус, тем не менее здесь об этом, конечно же, забываешь. Смотрите, какая красота. О, впереди вижу котика. Это редкость, поэтому так и реагирую. Подниматься еще выше по этим красивым ступеням можно подняться на следующую террасу. И вот как раз тут тот самый котик, о котором я говорил, вот черненький, все видите. Убежал, испугался. Я буду находиться на самой верхней точке Вербовской заграды. Как раз еще чуть-чуть. И отсюда открывается поистине шикарный вид на Малу Страну. Смотрите, какой отсюда открывается вид. Пражский град, собор Святого Николая, Мала Страна, башни Карлова моста. Виден даже чуть-чуть старый город, Жишковская телебашня. Ну и храм Девы Марии Победоносной, где находится у нас известная скульптура Изулатко. Красота, да и только. Часто этот парк используется для проведения здесь фотосессий. Самые популярные, конечно же, я думаю, для вас это не является тайной, это свадебные церемонии. Но и также здесь, вот в той части, есть один единственный столик, который используется для романтических свиданий. То есть там можно сделать предложение руки и сердца, можно провести какой-то, ну, не знаю, такой шикарный романтический ужин, чтобы покорить сердце вашей дамы. И это предложение дороговато, если я не ошибаюсь, это около 6-7 тысяч крон, но тем не менее это возможно. Соответственно, будет желание, пишите, подскажу, как это сделать. Чисто случайно увидел, что вот отсюда вышла девушка. Здесь такой небольшой проходик, который ведет нас наверх. Скорее всего, именно там будет самая высокая точка. Значит, посмотрим. Дроны, к сожалению, запрещены. Ну, а нам осталось еще чуть-чуть, чтобы выйти на шикарнейшую смотровую. И вот она. Посмотрите, какая открывается красота. Виды еще лучше, потому что мы находимся еще выше. Конечно же, на этом мы не заканчиваем нашу прогулку, будем идти дальше, потому что есть еще один парк, который я сегодня хочу посетить. Так что я надеюсь, он будет открыт, и мы с вами его также увидим. Там будет еще немного красивой живности. Плавно направляюсь на выход. Красивые скульптуры. Очень шикарно здесь, конечно же. Где гуляет девушка, там у нас летают певчие птицы. Сейчас подойдем, посмотрите. Уголок орнитолога. Всевозможные птички красивые и шикарные запевания. Красота. Что же касается меня, то этот месяц для меня был вначале смешным, то есть я много смеялся и думал, что это все пройдет очень быстро.
Потом это было печально, но потом, когда я однажды проснулся и понял, что я все-таки официально безработный, это меня немного шокировало и напугало. По сей день работы так и нет, но тем не менее нашел себе работу в виде видеооператора для моего любимого блога и для вас, мои дорогие подписчики и туристы. Пока иду к парку, наслаждаюсь тишиной, наслаждаюсь пустотой улиц. Эти улочки, по которым иду, сейчас мне напоминают декорации фильма. Это прекрасно. Реально, настроение просто супер. Вот прохожу ресторан, здесь есть старые еще вывески, где пишется, что бокал пива, черного или светлого, 59 крон. Сейчас продают это пиво по 20-25 крон. То есть пандемия, вирус сделал свое дело, то есть цены упали в разы. Таким вот непримечательным входом находится очень красивый парк. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Смотрите, уже все цветет, даже магнолии. Красота. Тут гуляют павы и местами павлины. Вот как раз с правой стороны, вы их можете увидеть. Вот их тут много. А я хочу найти павлина, который бы распустил для вас хвост. Одного из павлинов я нашел. Правда, хвоста еще, что он его распустил, не видно, но тем не менее, вот прям перед нами, перед вами позирует. Спой, птичка певчая. Спой. Красавец. Вот тут еще есть вероятность, что можно увидеть павлина с распустившимся хвостом, потому что здесь меньше людей гуляют, поэтому они более предоставлены себе. Да, вот впереди как раз люди одного из таких гладят. Здесь вот один, там второй. Пойдем посмотрим на это. Смотрите, как он тут. Гипнотизирует. С этой стороны он тоже необычный и красивый. Напоминает чем-то тепловоз. Крылышками так машет, как будто бы двигается. На самом деле он стоит на месте. Друзья, мы уже с вами пообщались и с павлинами, посетили два красивых парка, и, наверное, на этом будем заканчивать. Спасибо, что вы были со мной. Оставайтесь на позитиве, то есть, несмотря на то, что сейчас в мире происходят странные, пугающие вещи, тем не менее, все зависит от нас, от нашего восприятия. Поэтому рекомендую все воспринимать более на позитивной ноте, не отягощать ни себе, ни другим
настроение и, соответственно, не вводите других в уныние. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, подобные видео вам нравятся. Также в ближайшем будущем сниму что-нибудь на выезде с Праги, потому что, скорее всего, чем дальше, тем нам будут упрощать выезд. Соответственно, буду посещать новые места и показывать вам что-то действительно необычное, лучшее в Чехии и лучшее в Праге. Пока!